И, друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. Снова хожу по продуктам и хочу вам тоже заснять цены. Нахожусь я сейчас в Мигросе. Помните, я вам показывала гречку в Каррефуре в прошлом ролике, позапрошлом точнее, 180 было. Смотрите, в Мигросе сейчас скидка 104 лиры стоит. Очень выгодно, как будто бы без скидки 149. Вот. Ну, в принципе, если вы номер телефона говорите, в Мигросе проходит скидка. Ну, на номер телефона как бы регистрируете карту скидочную. И вот такая вот скидочка сейчас на гречку. Конечно же, пользуясь случаем, я беру. Также сейчас скидка стоит всего лишь 49 лир. Вот такой вот килограмм булгура. Кто-то любит булгур как вот на второе готовит, кто-то вообще кашу делает из нее. Я вот раньше из мелкого булгура тоже на утро кашу с молоком делала. Тоже очень хорошая цена. Вот. И макароны, смотрите. Хорошая фирма. Мутлу называется, кстати. Мутлу — это счастливый, значит, в переводе. 19 лир всего лишь. Вот. Тоже очень хороший. Как перья можно купить, обычные можно купить. Цена хорошая, потому что если хорошие макароны брать, они все от 30 лир начинаются. Барилла сейчас тоже здесь вот в Мигросе по акции, смотрите. Есть даже вот такие вот тамбудай по 44. По 44. Так, это 119 какие-то с сердечком необычные. А такие простые, как бы, да, как мы привыкли, стоят по 44. Вот такие 44. А эти 59, видите? Такие 44 барилла написано. Тоже хорошая цена за 500 грамм барилла. Сколько стоит у вас? Посмотрите. Вот. Цены, в принципе, приличные. Рис я, как всегда, показывала. Беру я в Биме. Мне нравится одна фирма, Басмати. Прям написано. Басмати написано красным. Такая красная упаковка. А вот такие вот беленькие, светленькие, они по вкусу немножко отличаются от этого басмати, который я покупаю. Либо бывает жасмин написано, но тоже надо смотреть. Если сильно светлый рис, то он, короче, разваривается, и он не становится вот такой вот рассыпчатый, как надо. Поэтому, ну вот, написано 80 лир. Османи перенч. Ну, я... Вот, кстати, вот, смотрите, видите, жасмин. Разница, это посветлее, это немножко потемнее. Наверное, в чем разница? Это, скорее всего, отпаренный, а это простой. Вот, наверное, я отпаренный беру всегда. Смотрите, кстати, 66. Это мигросовская фирма. Наверное, возьму. Тоже хорошая цена, потому что в Биме за 80 беру. Вот. Наверное, возьму. Вот еще басмати, уже другая фирма, но здесь 500 грамм. Здесь килограмм, наверное, возьму килограммчик вот этого еще. Нут вот есть, смотрите, тоже получается килограмм, 62 лиры и 77. Это вот от фирмы зависит. Какая фирма, такая цена. Это манты, их местные, типа пельмени, называют они манты. Кстати, любые, даже наши пельмени, у них называются манты. Но по-русски, если, например, пишут, то пишут пельмени. Стоит 36 лир. Я не могу сказать, что они вкусные. Внутри у них не мясо. Что-то наподобие мяса. Иногда бывает, даже покупаешь без мяса. Скорее всего, это вообще без мяса, да. Потому что если с мясом они пишут этли, манты. Вот. Ну, это просто тесто. Также на днях стояла в шоке. И встретился мужчина, просто за кассой, и говорит, что увидел то, что я чай беру. А чай я беру цейлонский, в шоке. Он отдельно всегда лежит. Килограмм, пикоя называется. Стоит, короче, около 400 лир. Вот, и он мне говорит, в Мигросе, говорит, сейчас можно купить, говорит, за 300 лир цейлонский чай. Вот, и я уже сюда заходила, как бы после этого, да, смотрела и поняла, о чем он говорит. Скорее всего, вот об этом он говорит. Вот, ну тут 400 грамм. Сейчас домой приду, вам вставлю этот кадр, да, сколько у нас стоит тот чай.
Акбар. Видите, пикоя пишет. Вот, цейлонский чай. И здесь у нас сколько? Здесь 800 грамм. Видите, вдвое больше. И он что-то в районе 390, что ли, где-то 399, 400 лир. Естественно, выгоднее получается. Акбар называется. И вот эти верхние ростки, это и есть пикоя. В общем, хочу сказать, что вот этот вот чай, он продается в Шоке, отдельно стоит, нигде чаи, он где-то вот на отдельной стойке, где все подряд вот ставят же вот такие стойки. Если кто хочет, тоже может найти. Вот такой примерно он. То есть, в принципе, не мелкого помола. Такой, как бы, я бы сказала, крупно листовой, но сами листочки, вот эти вот верхние росточки получаются. Я просто не помню. Но казалось, что оно дешевле все-таки, чем вот это. Эта фирма тоже Мигрос. Видите? Вот. 400 грамм, 259 лир. Цейлонский чай. А так, турецкие чаи, кто любит, можно приобрести, да, тоже. Можно, вот смотрите, вообще за 500 грамм 124 лиры. Терияки написано. Вот, за 119. 500 грамм тоже турецкий. Но устаешь от турецких чаев, поэтому хочется такой прям именно цейлонский чай. И обожаю я пикоя. Пикоя — это вот когда берут именно верхние ростки. Он тоже крупнолистовой идет, не мелкого помола. И берут вот верхние ростки, только чисто вот такие, самые зеленые, да, получается. И он особый такой вкус дает. Смотрите, тоже цейлонский чай написано, 500 грамм, 599. Цена уже видите какая, потому что другая фирма. Фирма Мигрос всегда со скидкой идет в Мигросе. Здесь мы берем тоже как бы чаи всякие, вот Доадан, типа натуральные пишут. Фирма Доадан. Ромашку, например, берем. Люблю я еще уйку чаи. Уйку чаи, он идет с, как же эта травка называется, которая тоже типа успокаивающая. Ну вот, тоже очень люблю. Не могу найти сейчас здесь. Зеленые чаи вот есть, смотрите. Вот, Ешель-чай написано. Я, конечно, люблю зеленый чай с жасмином. Очень мне нравится. Вот. Тоже как вариант. Но здесь почему-то я именно с жасмином. Хотя, если, наверное, почитать, можно что-то найти. А вот уйку чая, видите? Так, написано 100 мелиса в составе с мелисой. Вот. Смотрите, нашла зеленый чай, Ешель-чай, написано с бергамотом и с персиком шафтали. Сейчас скидка 25%, цена 114 написано, видите? С ромашкой, папатья написано. Это значит ромашка 114 Липтон. А вот это вот, которая Доадан, мы берем, оно идет вот с ромашкой, тоже 64 лиры, дешевле. Еще я люблю Липтон. Вот другие Липтоны не люблю, они какие-то тоже такие не очень вкусные. Они, видите, соответственно, стоят. Я люблю вот такой. Килограмм стоит 529. Эрл Грей. Липтон Эрл Грей с бергамотом. Очень вкусный, мне очень нравится. Оливки, помню, кто-то писал, что здесь такие вкусные, типа. Но вот эти черные оливки мы не принимаем. Они не такие, как у нас в жидкости. Они какие-то вот немножко такие, как будто сушеные. Вот, видите, без жидкости продаются. Они не очень вкусные. Мне не очень нравится. Халва есть. Халву можно взять. Есть разная цена халвы. Видите, 350 грамм 195. 350 грамм 395. Они идут с миндалем. Нет, не миндаль, эти фисташки. Вот, поэтому, скорее всего,
Цена соответствующая, если вот без фисташек 500 грамм, 64 лиры даже есть халва. То есть, смотря с чем. И хочу сказать, что я всю дорогу, сколько? 4 года мы живем в Турции, да? Всю дорогу, вот сколько в Газипаше жили, 2,5 года, потом сюда переехали, год, наверное, жили. Всю дорогу думала, что в Турции только тунец консервированный из рыбок. Вот, ну, ладно, семгу, может быть, можно найти как-то, да, какую-то там, потому что она здесь продается. Но когда я увидела вот это, Дарданелл, смотрите, 117 лир. Со скидкой пишут, видите? Когда мы попробовали, это как шпроты. Сардалья написано. Рыбка сардалья мелкая получается. И она очень сильно похожа на шпроты наши. Тон-бон-филе, это тоже вот этот тунец. Вот, так что кто по шпротам соскучился в Турции, пожалуйста, можете брать. Ну вот, например, видите, как я и говорила, самон можно найти максимум тон. Везде тон, 1 тон. Ну, тут тунец, значит. И здесь 1 тон. Да, конечно. Такого выбора, как у нас, консервов нет. Да, и по всяким паштетам соскучилась я, конечно. Здесь такого тоже нет. Максимум здесь есть индейка консервированная. Вот, вот и все. Ну и какие-то там фасольки. Вот это все. Огурцы тоже я очень хочу засолить уже. Был момент, когда я на рынке видела вот такие корнишоны маленькие. И не взяла. Сейчас жалею. Надо было взять и засолить. Потому что здесь соленые огурцы, они делаются по-другому. Либо они очень острые, либо они очень сильно соленые. Соленые. Как у нас прям такие маринованные, вкусненькие. С уксусом нету такого. Нужно самой делать, закрывать. Поэтому, наверное, скоро сделаю еще и такой контент на канале. Когда буду закрывать банки. У нас есть опыт с мужем. Мы в России, в Татарстане у себя часто закрывали банки. Особенно компоты. У нас в огороде слива росла. Вот, и мы все это собирали и закрывали, закатывали банки. Так, ну и в Мигросе мясо, естественно. Хочу купить, смотрите, по ценам 1059. Мне нравится здесь Мигрос, то, что мясо вкусное и свежее. 1000, ну, со скидкой вот можно 850. Экадана кушбашы написано. Каурмалык. Ну, а если такое прям чистенько, не чистенько, здесь, кстати, все без костей, а такое мягенькое, стоит больше 1000 лир. Ну, я беру вот кушбашы, это на второе как раз хорошо, 850. Смотрите, нашла как он, печень. Взяла печень, сразу весь кусок забираю, 953 лиры всего лишь со скидочкой. Ой, я соскучилась по печени, поэтому, наверное, приготовлю сегодня печень. Вот такая цена, 679 за килограмм. Смотрите, сосиски, которые я покупаю, тоже об этом говорила в прошлом ролике. 260 грамм, 230 лир. 199 были. Сейчас вот такая вот цена. Обратила внимание, что подорожало. Или, возможно, была акция. Сейчас нет. Ну что, купила я вот эту гречку, рис и печень. И отправляюсь в другой магазин. Что-то больше ничего. Решила не покупать мясо, потому что сегодня не такое прям свежее. И он сказал, с завтрашнего дня привезут новое, будет со скидкой. А сейчас вот, когда остается мало, наоборот, почему-то скидку убирают. Давайте покажу, как я отовариваюсь сейчас на Мигросе. Сейчас вот такие вот штуки ставили. Вводишь сюда номер телефона.
Вот, и пробиваешь. Вот. Должна быть скидка потом. Вот так вот, видите, уже со скидочкой показывает. Что-то такое непонятно написано. Вот типа скидка. И здесь тоже скидка. Так, и тоже скидка написана. Вот, в общем, получается цена вот такая вот. И оплачиваете по карте. Вот еще один пакет. Одну, evet. И типа кредитной карты. И здесь уже можно оплатить. В прошлый раз я была в Каррефуре и не было курицы, которую я хотела купить. Вот. Типа, которая вот кашап. Или касап, правильно. Да, касап, которая подготавливает. Вот. А сегодня есть, смотрите. Вот. Ее сегодня я и возьму, чтобы он мне прям почистил, так как я говядину не взяла. Смотрите. 159 лир за килограмм. Вот, он прям чистит ее. Мне приготовить сейчас. Сейчас я его позову. Где он, интересно? Короче, посмотрела, курицу 114 за килограмм пишет. Но касапа нету, поэтому я пошла. У меня есть еще одно на примете место. Я его в позапрошлом ролике тоже показывала. Туда зайду, куплю курочку, значит. Но для начала хочу зайти купить огурцы вот в этой лавке. Здесь они хорошие и, смотрите, по 25 лир всего лишь. А так, если пройтись, помидоры 40, черри 75, баклажаны 60, кабачок 60, перец 100, 100. Капуста 60 килограмм, красная капуста 70 лир, свекла 50, морковка, салаты я на рынке купила. Вот, что еще показать? Очень вкусная черешня, в этом году и до сюда доехала, в прошлом году ее не было, и крупная очень, 150, смотрите. На рынке можно дешевле даже найти. Рынок я тоже вам показывала, снимала. Помидоры есть вот такие крупные по 80. И хлебушек вкусный, наверное, один хлебушек возьму еще.